Доброго дня. Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Подписывайтесь, кстати, и на мой канал, здесь будет интересно. А сегодня мы продолжаем наш разговор о сексе и сексуальности и обратимся к вопросу, который часто возникает у людей в контексте интимной близости. Речь пойдет о кунилингусе и минете. Что ж, давайте же обсудим и разберемся. Прежде всего начну с того, что если у кого-то в принципе возникает вопрос, стоит ли делать партнеру кунилингус или минет, или просить об этом, ответ однозначный и утвердительный «да, стоит». Чтобы это понять и отбросить всяческие дремучие стереотипы, нужно всего лишь прояснить для себя и вместе с партнером несколько базовых моментов, ну и, собственно говоря, наслаждаться. Итак, пойдем по порядку. И начнем с обсуждения такой психологической функции орального секса, такой теневой функции. И эта функция состоит в реализации власти через контроль. К слову, о функциях секса в целом я рассказывал в одном из видео ранее. Обязательно посмотрите его. Причем власть и контроль в оральном сексе реализуются не так, как многим может показаться на первый взгляд. Дело в том, что власть и контроль в руках не того партнера, кому делают кунилингус или минет, а в руках того партнера, который делает. В то время как партнер, получающий ласки, находится в пассивной, по сути, уязвимой позиции, несмотря на то, что во всем этом процессе он как раз находится сверху. Да, безусловно, здоровая власть и контроль в сексе – динамическая переменная, а не статическая. И динамика эта задается логикой процесса. Однако, в общем смысле при оральном сексе распределение власти и контроля именно такое. Тот, кто дает, имеет больше власти, тот, кто принимает, меньше. Если с психологической функцией разобрались, то двигаемся дальше и обсудим вот какой момент. Оральный секс может быть, скажем так, самостоятельным мероприятием и не переходить в секс с проникновением, а может являться лишь небольшой игрой и прелюдией. И если речь не о чем-то спонтанном, когда не было времени обсуждать, ну, всякое бывает, то лучше всего договориться с партнером заранее о том, что будет происходить и зачем. Это важно во избежании недопониманий и разочарований в стиле «ну а я думал, что потом будет что-то еще». И отдельно такое прояснение может быть важно для мужчины в плане достижения им оргазма. Поскольку если после орального секса планируется секс с проникновением, то минет не следует доводить до оргазма, поскольку в таком случае мужчине потребуется достаточно значительное время, чтобы вновь прийти, так сказать, в боевую готовность. Еще важно заранее обговорить, будут ли оральные ласки в конкретной ситуации взаимными или в сторону только одного из партнеров. Эта мера также в копилку профилактики недопониманий в стиле «а я вот думал, что ты мне тоже сделаешь». Ситуации бывают разные, поэтому за партнера не нужно думать. Нужно спросить, все обсудить и договориться. И вот еще один момент, значимо влияющий на желание или нежелание делать партнером минет или кунилингус. Это гигиена интимной зоны, в частности наличие там волос. За исключением индивидуальных предпочтений партнера, волосы в интимной области нужно удалять, по крайней мере, в зоне непосредственных касаний при оральном сексе. Это необходимо делать именно как проявление заботы о партнере, особенно это касается мужчин. Более того, когда половые органы полностью видны, то партнеру становится проще понять, что и как вообще можно сделать. И это, кстати, множество раз подтверждалось в моей практике клиентскими историями, когда один из партнеров боялся и не знал, как доставлять оральное удовольствие, потому что половые органы были толком не видны из-за волос. Причем этими наблюдениями делились как мужчины, так и женщины. Ну и еще один вопрос, касающийся гигиены.
Это необходимость принять душ или хотя бы просто подмыться перед оральным сексом. Потому что, ну, сами понимаете, запах не менее влияет на желание и настроение партнера, чем визуальная составляющая. В заключение скажу, что оральный секс хорош и полезен как практика сближения партнеров. Оральные ласки ценны и сами по себе, и как прелюдия к сексу с проникновением. Кунилингус и минет нужно обязательно делать при возможности и взаимном желании. Чтобы секс и оральный секс в частности был в радость, нужно лишь несколько простых вещей. Во-первых, интерес к удовольствию партнера, во-вторых, уважение к партнеру. Секс – это телесная практика, и освоение этой практики требует исследовательской активности, которая основывается на контакте человека со своим телом, а уже через него с телом партнера. Ну и, конечно же, помните, что секс – это весело. Что ж, на сегодня будем разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, связанная с вопросами секса и сексуальности, обращайтесь. Я знаю, как и умею работать с данной темой и рядом других психологических проблематик. Под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!